известно, что язык состоит из слов. Слова можно разбить на фонемы, а фонемы записать в виде букв. Слова связаны с формированием договора, то есть они связаны с объектами и их свойствами. С помощью слов можно изменить мир, если признать, что он существует информационно, как программа или текст. Буквы, фонемы определяют структуру слова. Слова, названия, обозначают объекты и влияют на их свойства. Тогда можно допустить, что буквы, формирующие структуру слова, связаны напрямую со структурой объекта. Можно допустить, что фонетика слов не случайна и отображает структуру объектов. Есть имена объектов, например, стол или дом. Одновременно можно дать описание этих объектов через перечисление их качеств. Материя состоит из каких-то мелких элементов, например, молекул и атомов. Тогда можно сказать, что фонемы, буквы, являются квантами информации. Существует некий алфавитный строй, аналогичный периодической таблице Менделеева. Например, в музыке 7 нот, обозначающих звуки, фонемы, повторяются в разных октавах. Существуют алфавиты, в которых буквы связаны с цифрами. То есть фонема, кроме звучания и начертания, имеет еще и некоторое числовое выражение. В цифрах тоже существует периодичность, подобно нотам в октавах. Цифры от 1 до 9 первичные. Далее идет 10, равное 1 плюс 0 равно 1. То есть начинается как бы следующая октава, только не из 7 звуков, а из 9. Однако число 7 связано с 7 днями недели и 7 энергетическими чакрами. Но существуют эзотерические традиции, например, внутренняя алхимия, в которых выделяют не 7, а именно 9 энергетических центров на теле человека. При этом религии заявляют, что человек создан по аналогии с Богом, по образу и подобию. Таким образом, можно предположить, что планетарное существо, организм планеты Земля, тоже имеет 7 или в некоторых традициях 9 главных энергетических центров. Если связать буквы алфавита с цифрами, то можно предположить, что первая буква алфавита – базовый кирпичик частица, а последующие буквы состоят из некоторого числа таких кирпичиков равного порядковому номеру буквы. Так, если А – первая буква, и она является базовым кирпичиком, то Б содержит дважды А, В – трижды А, 3А. Буква – это фонема, фонема – это звук, звук – это волна. Волна имеет длину, то есть может быть эталоном длины, протяженности по одному из измерений. Каждый объект имеет 22 измерения, что соответствует 22 буквам алфавита. Таким образом, слово, состоящее из букв, можно рассматривать как описание его протяженности по нескольким измерениям. Например, объект имеет название АБВГД. Это означает, что протяженность по первому измерению равна единице, одной длине волны, по второму – 2 длинам волны, по третьему – 3, по четвертому – 4, по пятому – 5. При этом за основу взят звук А, который, как мы говорили, является базовой длиной волны, квант энергии. Таким образом, есть прямая аналогия между буквами и частицами, из которых состоит вещество. Электрон – фундаментальная элементарная частица, является одновременно и электромагнитной волной. Если взять за основу информационную модель мира, то можно предположить, что строение вещества из молекул, атомов и частиц является аналогией строения информации из слов, слогов и букв. Таким образом, мантра – звуковое заклинание, построенное из фонем, букв, может взаимодействовать с веществом, материей. Само произнесение мантр может быть способом воздействия на вещество. То есть слово, состоящее из букв, может быть вольтом, изображением материального объекта и взаимодействовать с ним. Проблема состоит в том, что при горизонтальном использовании текстов слова на материю не действуют. Для такого воздействия необходимо использовать вертикальный канал. Почему? Если рассматривать договор как текст или программу, то она связана с сознанием планеты, носителем этой программы. Поэтому для воздействия слова на объект необходимо направить это слово туда, где находится программа, содержащая коды объектов. Есть особые люди, жрецы, монахи, священники, пророки, работа которых состоит в создании вертикального канала и общении с неким высшим разумом. В отличие от религии, в которой происходит обращение к высшему сознанию с просьбой, в магии осуществляется прямое воздействие на программу, продукт работы высшего сознания. Для лучшего понимания можно привести простую аналогию. Сознание планеты, компьютер, содержит образ картины мира, договора или программу. На экране монитора мы видим игру с динамическим описанием мира. Большинство людей, персонажей игры,
общаются друг с другом, выстраивают горизонтальные каналы связи. Однако есть особые люди, которые обращаются к высшему сознанию. Часть из них, священники, пытается общаться с программистом, так называемым управляющим сознанием, а некоторые, маги, пробуют воздействовать на программу напрямую. Как я уже упоминал, есть маги, способные считывать код, описывающий объект. Экстрасенсы, уровень 4.1, и маги, способные воздействовать на физиологию живых существ, целители, уровень 4.2. Это возможно благодаря воздействию на переменную часть кода. Маги 3-го уровня, алхимики, уровень 4.3, могут переписать постоянную часть кода, что приводит к трансмутации вещества, материи, которая состоит из низкочастотной НЧ или материальной части и высокочастотной или информационной части. При этом первичной является высокочастотная часть, программа, а низкочастотная часть, изображение на экране, вторична. Маги считывают и изменяют ВЧ-часть объекта, коды.